Уважаемые друзья и посетители моего канала, сердечно приветствую вас. Я хочу представить вашему вниманию свой музыкально-аналитический обзор на дуэт Димаша Кудайбергена и Сундета Байгожина из мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари», который они исполнили на телевизионном проекте «Большая опера-2016». Мой обзор поможет вам ответить на следующие вопросы. Что такое кроссовер? Почему арию, написанную для солиста, исполняет дуэт? Кто является центральным героем в этой постановке и почему? Мы с вами увидим и поймем, как создаются шедевры на сцене, а также вы узнаете дополнительную информацию о самом произведении, которое прекрасно исполнил дуэт Димаша и Сундета и многое другое. И, наконец, вместе мы попробуем ответить на главный вопрос, заданный в этой сценической постановке. Что же сильнее? Холодный разум или внезапная вспышка чувств? Для вашего удобства будут доступны субтитры, а в конце вас ждет приятный бонус от Димаша и Сундета, так что не переключайтесь. И самое время поставить ваши лайки, подписаться на канал. Если вам понравится мой обзор, то вы сможете отблагодарить автора, а также стать спонсорами канала и помочь каналу жить и развиваться дальше. Все ссылки будут в описании к видео. Ну что ж, мы начинаем. Немного о проекте «Большая опера» на российском канале «Культура». Это конкурс профессиональных оперных исполнителей, задача которого не только открыть новые имена талантливых молодых вокалистов, но и популяризировать саму оперу. Все сезоны Большой оперы вызвали огромный зрительский интерес и вошли в число самых ярких проектов на российском телевидении. Ну и если мы с вами затронули само название «Большая опера», то я хочу вам немного рассказать и о том, что это вообще за понятие «Большая опера» или «Гран-опера» на французском. Большая опера или Гран-опера – это не только Государственный оперный театр в Париже и крупнейший центр французской музыкальной театральной культуры, но и оперный жанр, сложившийся к 1828 году во Франции. Это середина XIX века, и к этому периоду мы еще вернемся, но уже совсем по другой причине. А сейчас исполнится мечта всех поклонников звездных дуэтов-кроссоверов. Что такое кроссовер? Классический кроссовер, от английского classical crossover, музыкальный стиль, представляющий собой сочетание элементов академической и поп-музыки. То есть исполнители могут петь в разных музыкальных стилях и жанрах. Помните Монсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри, Лучано Паваротти и Брайан Адамс? Сундет Байгожин и Димаш Кудайбергенов. Этого юного победителя конкурса «Славянский базар» прозвали казахстанским Витасом. Поклонники в восторге от диапазона его голоса в 4 октавы. И сегодня в исполнении нашего экспериментального дуэта прозвучит песня из мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари». Ну что ж, только что мы услышали несколько фраз от ведущих. Я вам хочу их пояснить. Экспериментальный дуэт. Это выступление вне конкурса. За это выступление не начислялись очки и не происходило голосование судей. «Нотр-Дам-де-Пари» – это французско-канадский мюзикл по роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Мюзикл был впервые показан в Париже 16 сентября 1998 года. Автором либретто стал Люк Пламандон, который, кстати, был также автором текста во франко-канадской киберпанк-рок-опере «Стармания», написанной в 1976 году. Именно с песни «SOS» из этой оперы началось триумфальное шествие Димаша на конкурсе «Сингер» в 2017 году. Главным антагонистом в опере «Нотр-Дам-де-Пари» является Клод Фролло, занимающий высокую должность архидиакона собора Парижской Богоматери. Для лучшего понимания того, что мы сейчас с вами увидим и услышим на сцене, нам нужно разобраться в нескольких важных терминах. Архидиакон, греческое «архи»,
Это главный, то есть старший диакон. В католической церкви это должность заместителя епископа, его правая рука. В традиционном христианстве всего 3 ступени священства – диакон, священник и епископ. В римском обряде все католические священнослужители либо в целибате, то есть давшие обет безбрачия, либо монашествующие, давшие еще 2 обета нестяжания и послушания. Архидиакон Фроло служит в кафедральном соборе, а кафедральным собором называется главный храм города или монастыря, в котором богослужение возглавляет епископ. Фроло прекрасно образован, в его руках сконцентрирован огромный административный ресурс. Живя за фасадом официальной церкви и видя ее жизнь изнутри, он стал холодным и расчетливым циником. Любые его подлинные чувства загнаны в подсознание и почти не подают признаков жизни. Казалось бы, ничто не способно разрушить его сложившийся внутренний мир. Но вдруг антагонист Фроло и его приемный сын, протагонист Квазимода, встречают юную цыганку Эсмеральду, и оба влюбляются в нее, что приводит к конфликту и трагической развязке. Сейчас мы услышим арию Фроло «Tu vas me détruire», «Ты погубишь меня», обращенную к Эсмеральде. Прошу вас внимательно смотреть и слушать то, что происходит на сцене. Je sens ma vie qui bascule vers une terre connue. Je vois la foule qui recoule. Quand je marche dans la rue, je suis un amusani, un amusani. Слушайте, что в оркестровке происходит. Горловое пение. Cet océan de passion qui déferle dans mes veins, qui creuse ma déraison, ma déroute, ma devin. Doucement j'y plongerai, sans qu'il ne me retienne. Lentement je m'y noierai, sans que remords ne me vienne. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, et je vais te me dire jusqu'à la fin de ma vie. Tu vas me détruire, tu vas me détruire. J'aurais pour le prédire dès le premier jour, dès la première nuit. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, tu vas me détruire. Сундет заканчивает свою часть арии, и теперь начинает Димаш. То же самое. Et je vais te maudire jusqu'à la fin de ma vie. Tu vas me détruire, tu vas me détruire. J'aurais pu le prédire dès le premier jour, dès la première nuit. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, tu vas me détruire. Ну что ж, дорогие друзья, много мы с вами увидели, и мне есть о чем вам рассказать. Итак, для простых понятий, начало у нас в до миноре, и автором замечательной обработки, как я узнал, является Ерлан Бекчурин. Это абсолютно уникальный аранжировщик, это друг Димаша, который постоянно с ним сотрудничает и делает для него вот эти замечательные, уникальные обработки. Что сделал Ерлан? Если вы обратили внимание, в самом-самом-самом начале, еще как бы в прелюдии, в самом начале этой арии, вы могли услышать горловое пение. Горловое пение – это уникальное явление, это наследие, данное, переданное тюркским народом, так же, как и казахам, также и всем тюркским народам.
это древнее наследие тенгрианства, религии, которая была праосновой религиозного мировоззрения тюркских народов. И название Тенгри и Кудай – это название Бога или название Творца. Отсюда, кстати, удивительное совпадение, а может быть и совсем не совпадение, фамилия Димаша – Кудай Берген, Богом данный. Так вот, что мы с вами услышали и увидели на сцене, да? Уже прославленный баритон Сундет представил российской публике тогда еще малоизвестного Димаша. А это значит, что вся постановка была ориентирована на российскую публику и была призвана вызвать у российского зрителя ассоциации с чем-то родным и знакомым. Сундет и Димаш поют арию Фроло внизу. Очень сдержанно, но для баритона Сундета пение в средней низкой тесситуре является естественным. Но почему же тенор Димаш поет в этой же, но уже низкой для себя тесситуре? О чем это нам говорит и почему арию, написанную для одного, исполняет дуэт? Итак, давайте будем собирать этот пазл вместе. На сцене идет снег. Дуэлянты одеты в костюмы XIX века. Мы видим дуэльные пистолеты и загадочную картину на пюпитре. Кстати, я нашел эту картину и специально увеличил ее для лучшего просмотра. Взгляните повнимательнее. Если эта постановка рассчитана на российскую публику, то и действие на сцене происходит в России. Несмотря на то, что дуэт поет арию на французском языке и из французского мюзикла. Но в какой России? Как вы думаете? В России XIX века. Почему? Дуэли в России были с середины XVIII по середину XIX века, что и дает нам возможность определить время происходящего более четко. Что же произошло в это время в России? Какая знаковая дуэль, повлиявшая на всю ее историю? Это дуэль Александра Сергеевича Пушкина и Жоржа Дантеса, которая состоялась 27 января 1837 года на окраине Санкт-Петербурга, в районе Черной речки, близ комендантской дачи. В результате дуэли Пушкин был смертельно ранен и через 2 дня мучительно умер. Солнце русской поэзии закатилось. Пушкин скончался в отсвете лет, в средине своего великого поприща. Более говорить о сём не имеем силы, да и не нужно. Всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано. Писал один из основоположников русского музыкознания, русский писатель и мыслитель Владимир Федорович Адоевский. Именно Александр Сергеевич Пушкин написал роман «Евгений Онегин», а композитор Петр Ильич Чайковский на этот роман написал одноименную оперу. И я приглашаю спонсоров канала совершить со мной еще одно удивительное путешествие внутрь данной постановки, где сцену дуэли мы увидим соответствующие костюмы и узнаем, что означает понятие «русский тенор» на примере удивительного представителя русской вокальной школы прошлых лет Сергея Яковлевича Лемешева. Мы с вами увидели и те же самые костюмы, которые сейчас видим на сцене, и мы увидели пистолеты, и увидели трагическую развязку. Все это вплетено в повествование сцены, все это вплетено в то, что мы с вами будем видеть сейчас, и эти образы также будут воплощать, интерпретировать Сундет и Димаш. Продолжим. Модуляция в ре минор. Бэк-вокал повторяет. Tu vas me être.
croyais l'hiver, me voici en Québec. Moi qui me croyais l'hiver, rentré de feu de la chair. Je m'enflamme et me consume, pour les yeux d'une étrangère, qui est bien plus de mystère que la lumière de la lune. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, et je veux te maudire jusqu'à la fin de ma vie. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, je ne pourrai pas dire que le premier jour de la première nuit. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, tu vas me détruire. Tu vas me détruire. Мелизматика у Димаша. В конце мажор и накладывается минор. И выстрел. Ну что ж, дорогие друзья, очень интересно все то, что мы с вами увидели и услышали. Итак, мы увидели качественное поднятие, это модуляция в ре минор. Сундет дотронулся до ноточки соль первой октавы. Димаш поднялся до ноты ре третьей октавы. А бэк-вокал очень интересно. Это многократное повторение как навязчивого шизофренического бреда «Tu vas me détruire», «Ты погубишь меня». Мелизм Димаша прекрасный, роковой выстрел и мажор в минор, окончание. Давайте посмотрим, какой пазл нам удалось собрать. Позвольте, я суммирую этот пазл, и вы попробуйте это сделать то же самое вместе со мной, потому что информации мы собрали достаточно. Почему же арию, написанную для солиста, исполняет дуэт? И в чем основной внутренний конфликт главного героя? Это конфликт разума и чувств. Смотрите, как это отображено в музыке. Вначале дуэт начинает петь внизу, очень сдержанно, но для баритона Сундета пение в средней низкой тесситуре является естественным. И тенор Димаш поет в этой же, но уже низкой для себя тесситуре, потому что это как поднятие из глубин подсознания, где чувства были подавлены, заперты на замок. Далее, на фоне повторяющегося рефрена в партии бэк-вокала «Tu vas me détruire» идет развитие конфликта, раздвоение личности Фроло, тесситура наших певцов, как и градус противостояния между чувствами и разумом, начинает повышаться. Это уже близко к крику и отчаянию, и вот она развязка. Роковой выстрел. Чувства победили разум. Как маленький росток пробивает асфальт, и прежний Фроло убит и дезинтегрирован внутри самого себя. А давайте посмотрим, как внутренний конфликт был отображен на сцене. Идет снег. Дуэль происходит в сумерках на фоне падающего снега. Почему? Потому что эта дуэль, это противостояние как бы происходит внутри прежнего, холодного и сдержанного Фроло, в сумерках его подсознания, его души, где он борется с самим собой. Он находится в сумеречном состоянии своего разрушающегося сознания и мутнеющего рассудка. Центральным героем и протагонистом в данной постановке является Димаш. Почему? Потому что Димаш одет в черно-белую одежду, и это на темном фоне сцены автоматически привлекает к себе внимание зрителя, в то время как антагонист Сундет одет только в темные тона. Позвольте, я суммирую уже со своей стороны все, что мы увидели и услышали. Это превосходная постановка, друзья, где заложено очень много смысла. И этот смысл нам удалось, я надеюсь, разгадать всем вместе, за что я вам признателен. Прекрасные голоса, бархатный Сундет, бархатный голос Сундета, прекрасный
голос Димаша, прекраснейшая обработка и постановка сцены, и огромные пласты смысла, которые были заложены художником-постановщиком сцены. Позвольте я лично от себя поставлю свой личный знак качества тому, что мы с вами увидели и услышали в исполнении Димаша и Сундета. Так как же создаются подобные шедевры на сцене? Нужно за основу взять продуманный сюжет, смешать прекрасную аранжировку с визуальными эффектами, добавить прекрасных исполнителей и доверить это исполнение шедевра мастеру, режиссеру, постановщику сцены. Для меня огромная честь, что я сегодня выступаю на сцене проекта «Большая опера». И тем более с таким замечательным человеком и с таким замечательным исполнителем. Золотой голос действительно Казахстана, Сундет Байғожин. Легко выступать, когда нету членов жюри. Я вам честно скажу. А когда сидят здесь члены жюри, очень волнительно, очень волнительно. Вы знаете, сегодня мы все поставили 4 балла, но я могу вам сказать, у вас прекрасные голоса, прекрасные. И, конечно, это же отлично. Поэтому я добавляю, как представитель жюри, добавляю еще 1 балл, и у вас будет 5 баллов. Удачи, Сундет. Это был господин Аксель. Когда Салтанат Ахметова участвовала, наша казахстанская певица, я тогда следил за этим проектом, но потом после этого у меня свои конкурсы были и как-то перестал смотреть. А теперь в этом году я опять же начал смотреть, потому что мой фаворит, мой любимый певец и брат Сундет Байғожин участвует. И очень рад. Позвольте на этом, дорогие друзья, закончить. Я надеюсь, что мой обзор вам понравился. Если это так, то, конечно же, я буду ждать ваши лайки, ваши подписки. Это помогает и мотивирует меня, и помогает YouTube и алгоритмам его видеть мой канал значительно лучше. Я вам буду очень признателен, если вы окажете мне вашу поддержку в виде мгновенного пожертвования, или же вы станете спонсорами канала, если вы считаете, что этот канал достоин развития. Я желаю вам крепчайшего здоровья. С вами был автор канала. И до новых встреч, дорогие друзья.